Мира не будет. Запад в Киеве делит российские миллиарды. Ночь прилетов от Киева до Одессы, пол Украины во тьме. Бёрнем в Киеве, Лондон меняет лицо, но не курс. Женщин гонят на фронт, резервы Киева на исходе. Всем привет! Сегодня 25 августа. Сейчас коротко и по делу о главном. Остальное в телеграм-канале. Ссылка под видео. Лайк, подписка, начинаю. В Киеве снова собралась коалиция желающих. И снова мимо реальности. На фронте у украинской армии дела идут все хуже, а с трибун звучит старая пластинка: «Дайте еще денег, дайте больше оружия, бейте по России сильнее». О переговорах ни слова, о мире ни намека. По сути, весь смысл встречи свелся к одному – тянуть противостояние до последнего и желательно за чужой счет. Главная тема – деньги. Точнее, чужие деньги и новые удары по российской инфраструктуре. Западные лидеры уже почти не прячут цель – нанести максимальный урон экономике противника и заставить его почувствовать боль. Первым слово взял президент Финляндии Александр Стуб и сразу поддержал удары вглубь территории. Во-первых, оказывать Украине военную и финансовую поддержку, чтобы повысить ее потенциал для нанесения глубоких ударов, будь то с помощью ракет или беспилотников. Причина очень проста. Это увеличивает издержки и цену войны для России. И мы видим, что сейчас 65% населения России хотят окончания этой войны. И знаете, удары по логистическим центрам, таким как Wildberries, увеличивают этот показатель еще на 10%. Так что если вы спрашиваете, считаю ли я это разумной военной стратегией со стороны Украины, то мой ответ – да, безусловно. Так что это единственный способ. Смотрите, как аккуратно подобраны слова. Не помочь Украине, а увеличить цену войны для России. По сути, это признание. Речь не про оборону, речь про то, чтобы бить дальше и больнее. А кто оплатит этот банкет? Вопрос уже второй. Ответ на него дал Зеленский. Он, как всегда, в режиме просьбы. Выделенных десятков миллиардов ему мало, и он этого даже не скрывает. Нам нужно больше денег, гораздо больше. Так что, если мы хотим вернуть эту войну в Россию и сделать ее болезненной для них, то это действительно почувствует их общество и окажет давление на Путина. Я думаю, что это один из инструментов, как подтолкнуть Путина к переговорам. Проблема в том, что европейский обыватель все громче спрашивает, куда уходят его налоги. И ответ Запад нашел на удивление простой – залезть в чужой карман, забрать замороженные российские активы и закрыть последние лазейки в санкциях. Премьер Латвии Андрис Кулбергс озвучил это без всякого стеснения. Считаю, что Россия должна начать платить за эти жестокие атаки. И мы должны договориться об использовании замороженных российских активов, а не денег граждан ЕС. Денег, но замороженных российских активов, чтобы, как очень верно выразилась Швеция в ходе наших обсуждений, Россия заплатила по счетам. Счет очень большой. Почему европейские граждане должны платить по счетам в полном объеме? Это же российские деньги. На самом деле там есть 200 миллиардов, чтобы оплатить этот счет. 200 миллиардов. Красиво, правда? Только вот назвать это справедливостью язык поворачивается с трудом. По сути, речь идет о том, чтобы распорядиться чужими деньгами и переложить на них счет за конфликт, конца которому не видно. А чтобы обыватель не задавал лишних вопросов, все это заворачивают в красивую обертку. Мол, Украина – это щит, который прикрывает всю Европу от угрозы с Востока. Премьер Люксембурга Люк Фриден сказал прямо: мы – это более 30 стран, которые разделяют ту же точку зрения, что если Украина будет в безопасности и независима, то и мы все будем в безопасности и независимы. Если Украина проиграет, то после Украины мишенью станут другие страны. Логика простая до примитивности. Не поможете сейчас – придут за вами. Страх – лучший продавец, и его продают оптом. В том же духе высказался и министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер, только зашла с другой стороны. Отвела Украине роль удобного полигона. И мы видим, как Украина стала гарантом безопасности. Для всех нас теперь две соседние с нами страны обладают новейшими знаниями о современной войне, и одна из них наш друг. Нам действительно нужна Украина на нашей стороне, потому что Украина обеспечивает безопасность не только себе, но и всей Европе. Вот в чем проблема. Пока на фронте все складывается не в пользу Киева, риторика с трибун только громче и жестче. За красивыми словами о защите Европы ноль реального желания сесть за стол переговоров. Только готовность продолжать. Пока в Киеве с трибун требовали новых денег и новых ударов по России, ответ пришел ночью и сразу по всей Украине.
Российские вооруженные силы нанесли серию ударов по объектам на украинской территории. Взрывы гремели не в одном месте, сообщения шли валом. Киев, Харьков, Днепр, Павлоград, Кривой Рог, Запорожье, плюс Сумская и Черниговская области. По сути, накрыло сразу несколько регионов, с севера до юга. В столице прилеты пришлись по объектам, которые, по данным российской стороны, могли использоваться в военных и логистических целях. В Харькове под удар попала промзона Основянского района. В Днепре после прилета вспыхнул крупный пожар. У торгового центра «Караван», который, как сообщается, задействовали под логистику украинской армии. Отдельная история – энергетика. В Одессе после ночных ударов сообщили об аварии. Итог – часть города осталась без света. А следом стало и водоснабжение. Нет тока, нет насосов, нет воды в кранах. Механика простая, и жители почувствовали ее сразу. Теперь картина целиком. Днем пресс-конференция в Киеве, где Запад требует вернуть войну в Россию. Ночью прилеты по украинской логистике и энергетике. Совпадение? Не похоже. Ответ получился без слов. На Западе рассуждают, как сделать войну дороже для России. Россия в ту же ночь показывает, во что она обходится Украине. И бьет не ради картинки, а потому, что обеспечивает фронт. Склады, узлы, подвоз, ток. Выбивается логистика, буксует снабжение. Проседает энергетика, тяжелее и тылу, и промышленности. И чем громче на Западе зовут эскалировать, тем предсказуемее ответ. Повышаешь ставки, получаешь по ставкам. А расплачиваются, как всегда, обычные люди. Те, что этой ночью остались без света и воды. Идем дальше. Британия была и остается одним из главных спонсоров Киева. И новый премьер подтвердил это. Энди Бёрнам, только заняв кресло на Даунинг-стрит, для первой зарубежной поездки выбрал не Вашингтон и не Брюссель, а именно Киев. Приехал лично, к Зеленскому. Сигнал прозрачный. Лица в Лондоне меняются, а курс нет. И жест этот продумали заранее. Первый визит всегда говорит о приоритетах громче любой речи. Открывая встречу, Бёрнам сразу дал понять, что британская помощь не прекратится ни при каком раскладе. Мы гордимся тем, что поддерживаем вас. И я счел важным приехать сюда в рамках своего первого зарубежного визита с момента вступления в должность, потому что здесь уже бывали предыдущие премьер-министры. А мой предшественник Кир был большим сторонником и помог создать коалицию желающих. Я чувствовал, что должен приехать, чтобы вы и ваш народ знали, что поддержка со стороны Великобритании остается неизменной. Знаете, мы не из тех, кто сегодня здесь, а завтра уже нет. Мы будем с вами. Смотрите на формулировку. Не появимся сегодня, чтобы исчезнуть завтра. По сути, это присяга на верность. Новый премьер публично расписался за курс предшественника. Кир Стармер строил коалицию желающих. Бёрнам обещает ее достроить. Прилетели в Киев представительным составом. Не только политики. Привезли и военное руководство. Среди гостей начальник штаба обороны, который отдельно сел с украинскими коллегами обсуждать дальнейшие поставки оружия. Много хороших разговоров. Я уверен, что начальник штаба обороны провел хорошие переговоры со своими коллегами. Политики позируют для камер, а рядом военные тихо согласовывают, что и когда поедет на фронт. Именно в таких закрытых разговорах и решается реальная цена вопроса. Не в заявлениях для прессы, а в списках вооружений и графиках поставок. Зеленский, как водится, рассыпался в благодарностях за годы финансирования и оружия. Ни намека на то, что этому потоку когда-нибудь придет конец. Мы так счастливы. Спасибо за поддержку в течение всего этого года. Вашей стране, правительству и его величеству. Итог визита простой. Все разговоры о том, что при новом премьере Лондон якобы смягчит подход, можно закрывать. Бёрнам приехал не с новой идеей, а со старым чеком. Британия остается ключевым соратником Киева и делает ставку на одно – качать оружие. Мира в этой стратегии нет, есть только продолжение. Даже среди тех, кого на Западе называют друзьями Украины, все чаще звучат вещи, от которых в Киеве морщатся. Бывший спецпредставитель президента Штатов Кит Келлог призвал Украину начать мобилизацию женщин и сделал это без всяких оговорок. Логика у Келлога простая. Женщины, по его словам, воюют ничуть не хуже мужчин, и он не видит здесь никакой проблемы. Ссылается на личный опыт, на свою семью, где женщины прошли через армию. Мол, служба – это часть вклада всего общества, и женщины из этого правила не исключение. И тут показательно, кто это говорит. Человек, который долго курировал украинское направление. Тот самый друг Украины. Раньше похожую идею уже поддерживал экс-министр обороны Украины Алексей Резников. Тема выходит не новая. Новое то, что о ней снова заговорили вслух. И громко.
Как говорят на Банковой, если резервов хватает, зачем вообще поднимать разговор о женщинах на фронте? А вот в этом и вся суть. Еще недавно западные партнеры повторяли одно – воевать до победы. Теперь формула тихо поменялась. Потому что уперлись в простую арифметику – людей на фронте не хватает. Украинская армия несет тяжелые потери на всех направлениях, а восполнять их все сложнее. Сам призыв мобилизовать женщин – это симптом. Он говорит громче любых сводок – мужской ресурс на исходе. И детали складываются в одну картину. По сообщениям, страны Европы уже перестают впускать к себе украинцев-мужчин в возрасте от 23 до 60 лет. А на самой Украине мобилизационная планка сегодня от 25 до 60. Я думаю, все это неспроста. Одно к одному и слишком гладко, чтобы быть совпадением. Явно согласованная линия. И если так, то дальше очевидно. Планку мобилизации в Киеве опустят еще ниже. Года на 2. А следом на фронт всерьез начнут звать и женщин. Итак, давайте подведем итоги за сегодня. Запад съехался в Киев и вместо мира делит замороженные российские миллиарды. Ночью прилеты накрыли всю страну, от Харькова до Одессы, и целые города встретили утро без света и воды. Новый премьер Британии первым же рейсом летит к Зеленскому. Курс Лондона не сдвинулся ни на шаг. А друг Украины Келлог уже зовет на фронт женщин. В итоге получается, что разговоров о победе все больше, а поводов для них на земле все меньше. А вы что обо всем этом думаете? Пишите в комментарии, я все читаю. Лайк и подписка – лучшая поддержка для канала. Еще больше в моем телеграме, ссылка под видео. С вами был Медиашот, скоро вернусь. Всем пока.